Приветствую всех на своем канале. Готовлю традиционное блюдо корейцев – кукси. Разновидностей кукси очень много, но сегодня я хочу уделить внимание горячему, то есть зимнему кукси на говяжьем бульоне. Сначала я готовлю наваристый бульон из говядины, такого увесистого куска, и сахарно-мозговой косточки, и, конечно же, приправы – лук репчатый, имбирь свежий, лаврушка и черный перец горошек. Кидаю приправы вместе с мясом в воду. Воды должно быть достаточно, чтобы покрыть полностью кость и мясо. Довожу до кипения и снимаю пенку. Затем огонь уменьшаю и готовлю мясо 1,5 часа. Говядину я готовила целиком, большим куском, но можно мясо нарезать поменьше, тогда быстрее отварится. Если нужно, то добавляем кипяток и варю кость еще пару часов, чтобы бульон стал более наваристым. Через пару часов вытаскиваю косточку и ситечком собираю все ненужное. Бульон получился прозрачным и ароматным. Осталось добавить только соевый соус, совсем немного. Этого достаточно, чтобы придать бульону специфический запах азиатских блюд. И по вкусу кладу соль, помешиваю, пробую. Если соли недостаточно, то добавляем по вкусу. Все, кукси-мури готов. Делаю чуми. Чуми – это салаты или добавки кукси. Яйца я разбиваю в чашку по одному. Добавляю немного соли и взбалтываю вилкой. Затем наливаю немного растительного масла. Так при жарке блинов яичных они не будут прилипать к сковородке. Подготавливаю овощи к обжарке. Лук репчатый режу тонко, полукольцами. Режу мелко сладкий и острый перец. Так как перец стручковый очень горький, то я обычно смешиваю с паприкой. Семена перца я не удаляю, хотя говорят, что в семенах горечь вся, и если удалить их, то перец станет менее острым, но я так не думаю. У меня осталось кислое кимчи. Убираю его в морозильник, затем размораживаю и жарю для кукси чуми. Считаю, что это самое подходящее. Можно просто кимчи пожарить с мясом, тоже как на чуми использовать. Это просто и вкусно. Попробуйте. В первую очередь жарю яичные блины. Для первого блина наливаю немного масла. Но последующие блины я буду уже жарить без масла, так как в яичной массе уже есть масло. Так я пожарила тонкие блины с двух сторон. Заворачиваю крепко, плотно в рулет и режу тонко соломкой. Наливаю немного растительного масла, кладу лук репчатый и помешивая, обжаривая до мягкости. Кладу чеснок и жарю еще немного. Затем кладу перец и обжариваю на среднем огне, время от времени помешивая. Если есть дома у вас томатная зажарка, то будет очень вкусно, если ее добавить и обжарить вместе с перцем. В самом конце заправляю. Кладу немного соевого соуса, молотый кориандр и немного черного перца. Долго перец жарить не нужно. Он должен оставаться слегка хрустящим. Добавляю немного сахара. Небольшая сладость нейтрализует слегка горечь перца.
Зажарка перцовая готова. Убираю в отдельную посуду. И в этой же сковородке буду жарить кимчи или чимчи, как мы больше привыкли говорить. Обжариваю также на растительном масле. Сначала обжариваю лук до мягкости, затем кладу нарезанный кимчи. Выделившийся сок от кимчи я тоже выливаю в сковороду. Кимчи для кукси чуми должно быть хорошо ферментированным, то есть достаточно кислым. Заправляю раздавленным чесноком, молотым кориандром, сахар кладу ложку и красный молотый перец. Обжариваю до тех пор, пока жидкость не испарится. Пробуем. Если не хватает соли, то солим. У меня с солью все в порядке, так что солить не буду. Только положу немного приправы янням, усиливая вкус и без того вкусного жареного кимчи. Свежую зелень режу и отдельно буду добавлять кукси. Обязательно в кукси кладу зеленый лук и свежую кинзу. Можно использовать также и укроп по желанию. Мясо отварное уже подостыло и режется в таком виде легко и ровно. Главное мясо резать поперек волокон и тонко желательно. Все уже нарезала, подготовила и пожарила. В самую последнюю очередь перед подачей прямо отвариваю кукси. Кладу лапшу обязательно в кипящую воду и потихоньку помешиваю, так чтобы они не слиплись. Затем жду, когда закипит. Варить долго не нужно и готовить лапшу нужно на сильном огне. Если поднимается пенка, то лучше понемногу подливать холодную воду, но огонь уменьшать ни в коем случае не нужно. Готовую лапшу промываю в холодной проточной воде, чтобы убрать излишнюю клейкость. Собираю вот таким образом в форме гнезда на порции. Кладу лапшу в дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Кукси лучше подавать в больших касушках, чтобы было удобно перемешивать. Оформлять кукси вот так. Сначала кладут лапшу, затем поливают кукси-мури, то есть бульоном. По кругу красиво можно разложить овощи, мясо, яйца и зелень. Такой горячий суп кукси или куксу придаст согревающий эффект и удовлетворит зверский аппетит, а также избавит от похмелья. Это очень легкое и питательное блюдо и, конечно же, очень вкусное. Захотелось вам приготовить, нет? Уверена, что попробовать вы уже точно захотели. Спасибо всем, кто просмотрел это видео до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вам удачного дня и хорошего настроения. Пока-пока!